Так, друзья, вот такая BRP-шка приехала с пробегом 1000 километров. Клиент обратился с проблемой, что у него тяжело крутится руль, несмотря на то, что у него есть электроусилитель, который регулируется положениями. Значит, что мы делаем? Мы снимаем передний пластик, руль в районе, рулевой вал в районе бачка имеет соединение с рамой при помощи втулки. Естественно, что квадроцикл не новый, на нем не так много проехали, и по всей видимости у него высохла смазка, и резинки и втулки, они значительно усиливают трение рулевого вала. Соответственно, по всей видимости нам придется снять весь пластик для того, чтобы добраться до верхнего соединения и набить его смазкой. Помимо того, что нам нужно набить смазкой, у него также есть соединение в нижней части, вот в этом месте. Здесь также присутствуют втулки, которые, ну, вы видите, все на сухую, и везде нужно набивать смазку. И тогда электроусилитель, руль будет крутиться значительно мягче, но, казалось бы, для такой мелочи потребуются глобальные усилия и очень много работы. То есть, чтобы открутить весь пластик, здесь нужен целый день. Но будем делать. Спустя 4,5 часа кропотливой работы мы добрались до втулки, которую сейчас будем смазывать. Это, конечно, ад. Мы видим, что все в грязи. То есть мы идем в правильном направлении. Сейчас будем снимать резину, все смазывать, промазывать, набивать смазкой. Да, она даже прилипла к рулевому валу. Ну, что и следовало ожидать. Ржавчина, песок. Втулка уже затерта, естественным образом она будет давать эффект такой. Две резинки. Сейчас почистим рулевой вал, набьем смазкой полностью, и должно все получиться. Таким образом мы смазали втулки рулевого вала. У нас есть две точки. Первая сверху в районе воздушного фильтра короба, вторая снизу. Вот они, видите, сухие были, все в земле. Сейчас мы набьем их смазкой, вернее, мы уже набили смазкой. Вычистили, набили смазкой. Сейчас будем устанавливать. Вхожен рулевой вал. Сейчас он чувствует себя хорошо. Фактически в состоянии нового. И готов к выдаче.